Раппорт узора составляет 4 петли, плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Для образца я наберу 12 петель на основной узор, плюс 3 для симметрии и плюс 2 кромочные. 12 плюс 5 будет 17 петель. Таким образом набираем первые 2 петли. И 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Одну спицу достаем и начинаем вязать наш узор с самого первого ряда. Первую кромочную петлю либо вы снимаете, либо я ее провязываю всегда лицевой. Все, край закрепили, он у нас зафиксирован стабильный. Итак, 3 петли вяжем изнаночной петлей, 2, 3. Далее из следующей петли мы вывязываем 3 за переднюю стенку лицевая, с левой спицы мы петлю не скидываем, накид, и сюда же лицевую скинули. Снова 3 изнаночных, и из 4 петли мы вывязываем пучок из 3 за переднюю стенку лицевая, накид, сюда же лицевая, скинули. 3 изнаночных, из одной вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, и петли симметрии 3 изнаночных в конце ряда, 2 и 3. И кромочную я вяжу изнаночной, можно вязать лицевой. Первый ряд готов. Второй ряд кромочную мы снимаем. Далее по узору мы вяжем 3 лицевые петли за правые стенки, 2, 3. Далее пучок из 3 мы вывязываем таким образом. Переводим рабочую нить перед работой. Первую петлю просто переснимаем на правую спицу. Вторая петля за правую стенку лицевой. Переводим рабочую нить перед работой. И следующую петлю также переснимаем на правую спицу. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова точно так же переводим рабочую нить перед работой. Первую петлю переснимаем на правую спицу. Вторая петля за правую стенку лицевой. Третью петлю также переснимаем на правую спицу. Нить перед работой. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее снова точно так же нить перед работой, пересняли петлю, далее у нас идет лицевая, следующую пересняли, и петли симметрии 3 лицевые, 1, 2, 3, кромочную без изнаночной. Готово. Третий ряд. Кромочную снимаем, начинаем ряд с 2 изнаночных, 1, 2, далее идет у нас изнаночная и вот такой пучок из петель. Нам нужно сейчас вот эти 2 петли провязать вместе. За вот эту вторую петлю, за переднюю стенку, то есть она правая у нас сейчас является, вставляем спицу правую слева направо и провязываем лицевую из 2. Далее 1 изнаночная, и сейчас нам нужно из последующих 2 петель провязать также 1 лицевую с наклоном влево. Вот эта петля, которую мы переснимали, она у меня лежит правой стенкой, я ее переснимаю правой стенкой
за работу. Спица у меня остается в этой же петле. И за переднюю стенку, вот она, изнаночной петли, вот так вот, вставляю спицу. Из двух провязываем одну. То есть получились как бы лепесточки цветочка. Изнаночная. Снова из следующих двух петель, из изнаночной и из лицевой, мы вяжем 1 лицевая, далее изнаночная. Из следующих двух петель вяжем 1 лицевую. Таким образом, первую лицевую петлю мы переснимаем правой стенкой за работу. Спица у нас в этой же петле. Захватываем вот эту правую стенку изнаночной и провязываем 2 вместе. Получается все это очень быстро. Изнаночная. Снова из двух 1 лицевая, изнаночная. Пересняли лицевую петлю. Из двух 1 с наклоном влево. Заканчиваем наш ряд 2 изнаночными. И кромочная изнаночной. 3-й ряд провязан. 4-й ряд заключительный. 4-й ряд нашего раппорта. Кромочную мы снимаем. Далее идут лицевая, снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть мы тут вяжем по узору. Чередуем лицевая и изнаночная. Конец ряда заканчивается 2 лицевыми. 1, 2 и кромочная изнаночная. Все, раппорт узора у нас провязан. Узор вяжется, как вы видите, очень быстро. Такой очень симпатичный, интересный узор получается. Вот так этот узор выглядит поближе. Вот так подчеркнуто смотрится этот узор в толстой пряже. На мой взгляд, идеальный узор для крупной вязки, для толстой пряжи, для шапок, для свитеров, кардиганов. Можно таким узором связать не полностью какое-то изделие. Взять, например, 1 дорожку из этого узора, и будет интересное обрамление вашего вязаного изделия. Изнаночная сторона. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны.